Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life. Это канал о вязании. И сегодня я начинаю свой рукодельный влог не с вязания, а с вышивки. Сегодня у меня воскресенье, и я решила, что немножечко нужно отдохнуть от вязания. Просто насладиться немножко каким-то другим видом рукоделия, потому что все-таки хобби, оно должно приносить удовольствие, а не через силу делать то, что тебе прям так необходимо. Поэтому я решила взять свою долгожданную уже вышивку, потому что у меня никак до сих пор не получается ее закончить. И она у меня долгострой, наверное, уже года 3 или 4, может быть, даже больше. Просто потому что она такого монохромного вида и очень тяжело вышивается. Вот это вот канва 18 каунта, самая мелкая. И, в общем, как вы видите, тут очень-очень достаточно тяжелая вышивка. Вот если я вам покажу, тут у меня все перечеркнуто, потому что в основном я даже схему никогда не зачеркиваю, но здесь просто невыносимо. Все коричневого бежевого цвета и вот такие вот лабиринты из значков, поэтому по-другому у меня не получается. Там вот, если мы посмотрим с вами саму вышивку, то я вам сейчас покажу, как она выглядит. Выглядит она, конечно, очень-очень классно, но труда здесь очень-очень много. Это вот так она смотрится. Поверьте, это очень тяжело делать. И я вот сейчас смотрю, конечно, результат мне безумно нравится, но сколько я сюда измучила времени и сил на эту работу, просто вам не рассказать. Вот, в общем, я сегодня по планам хочу доделать вот эту часть. Здесь не так много. И закрыть вот этот лист. То есть вот здесь мне осталось немножечко не зачеркнутого. Вот, не знаю, скорее всего, на вот вторую половину листа я переходить сегодня не буду. Вот, но потом, наверное, возьмусь уже за крючок и буду доделывать Харли Квинн. За это время, пока я не снимала вам влоги и марафон 100 игрушек за лето, я еще там несколько игрушечек подвязала. Харли Квинн не трогала, она у меня пока лежит вот в том же процессе, в каком и я вам показывала, вот, поэтому сегодня, может быть, даже ей как раз и займусь. Вот, ну, а потом, наверное, завтра или послезавтра буду снимать вам уже обзор готовых игрушек за, в общем, июнь и середину июля. Вот, в общем, так, сейчас у меня здесь YouTube с вышивальным каналом. Тоже мне очень нравится. Смотрю, вдохновляюсь и, в общем-то, тоже вышиваю. Все-таки выходной для того, чтобы отдыхать и заряжаться положительными эмоциями. Помимо вышивки у меня здесь еще лежат книги. Это о Генри. Здесь рассказы. Я так недалеко продвинулась. В общем, тоже читаю так по одному рассказику утром и вечером. И еще вот такая вот красивая у меня книга. Это «Одна истинная королева». Тоже вот потихонечку ее читаю. В общем, обложилась своими самыми любимыми вещами и замечательно провожу воскресенье. Ну что ж, девочки, вот так выглядит моя картина. Я сегодня наконец-то доделала вот этот участок. Конечно же, все еще мятое, я только сняла пяльца. Сейчас буду переставлять их вот сюда, потому что дальше лист будет продолжаться в эту сторону. Вот, но когда я ее когда-нибудь закончу, конечно же, я вам покажу ее уже не в мятом виде. Вот, а сейчас, в общем, по планам у меня надеть пяльца. Не знаю, повышиваю я сегодня еще или нет, потому что пока что как-то вязать мне не очень хочется сегодня, поэтому даже не знаю, чем буду заниматься. Либо повышиваю немного, а потом возьмусь за вязание, потому что у меня вот здесь вот лежат все мои процессы. Вот, но, конечно же, продвижение свои я вам обязательно покажу.
Девочки, это новое включение. Всем привет! В общем, прошло уже достаточно много времени, наверное, с последнего включения. Все потому, что у меня были и определенные дела, и я, если честно, сильно уставала последнее время на работе. Но я пришла к вам с новыми игрушками показать, что у меня связалось за последнее время. И две игрушки у меня почти готовы, но можно сказать, что готовы. Осталось там буквально несколько всего штрихов. Вот, поэтому я их, наверное, засчитаю сразу за готовый результат. Вот, и потом уже в обзоре, наверное, покажу вам, что же все-таки у меня получилось. Итак, 19 и 20 игрушка у меня связались вот такие компоты. Как вы помните, мы решили возродить, в общем, вот эти игрушки. Давно мы их не вязали. И в итоге вот до этого была и карамелька, и коржик, а вот теперь родился и компот. Если вы в нашей закрытой группе, то схема на эту игрушку там есть, поэтому можете переходить и вязать. Вот эти два котика, они вроде как одинаковые, но в то же время немножечко отличаются. Отличаются цветом штанишек, вот здесь у него посветлее, а здесь одним цветом просто зеленым. Вот, в общем, вот такие малыши. Мне нравится этот мультик, с огромным удовольствием его сама смотрю. Вот, ну и вот такие игрушечки у меня получились. В итоге вот с этими компотами у меня получается 20 готовых игрушек. И помимо них у меня еще связался волк, мой любимый, который вы очень часто видите у нас на канале. И на эту игрушку есть платный мастер-класс. Если вы хотите купить его в формате PDF, то пишите в группу или в Инстаграм, в Директ, в общем, куда вам удобно, я везде вам отвечу. Вот такой волчок в этот раз у меня получился. Он немного меньше, чем всегда, когда мы его вяжем, просто потому что в этот раз совсем другая пряжа. Пряжа, в общем, такая непонятная. Помимо основной серой у нас был еще такой небольшой клубочек другого цвета. И если вы вот приглянетесь, ну, наверное, на камере у вас просто все-таки серый он выглядит. И не видно этого перехода, потому что такой переход какой-то зелено-фиолетовый немножечко в нем присутствует. Вот. И пряжа немножечко тоньше, чем джинс, поэтому в этот раз он получился по размеру немного меньше. Но, в принципе, я считаю, что это не важно, потому что я его вязала уже из различных видов пряжи. И не только из джинса, но и из детской новинки, из шерсти, и, в общем, из всех серых таких голубых оттенков, которые у меня были, и в каждом исполнении он смотрится хорошо. Поэтому я не вижу даже никакой проблемы, что это совсем другая пряжа. В общем, вот такой вот волк, символ нашего города, связался. Эту игрушку мы вяжем постоянно, но последнее время, наверное, с весны у меня его не было в наличии. Вот, поэтому решила, что все-таки волк на столе должен быть обязательно. Хотя, скорее всего, на ярмарке мы попадем еще очень и очень не скоро. Но в любом случае будем к ним готовиться, потому что если их все-таки разрешат, ну, когда-нибудь их должны разрешить, вот, то потом за маленькое количество времени приготовить большой стол с игрушками у меня просто не получится. Поэтому будем вязать, наращивать обороты и ждать, когда все-таки нам разрешат пойти на ярмарки. Вот, и это по счету у меня получается 21 игрушка. Из готовых это все. И сейчас я вам покажу еще две игрушки. Но они тоже готовые, как я уже вам сказала. Там осталось прям буквально несколько штрихов. А доделала я свою куколку. И это Харли Квинн, которую я вам показывала. Вот так она у меня на данный момент выглядит, совсем по-другому. Не то, что заготовка, которую я вам показывала в предыдущем видео. В общем, достаточно детальная игрушка получилась. Могу сказать, что работы с ней очень и очень много. Но мне она нравится. Осталось мне всего лишь протонировать ее, потому что вот здесь вот кончики волос и вот здесь вот около глаз должны быть такие еще красно-синие подтеки. С одной стороны синие, с другой красные.
Вот, а пока я этого не сделала, потому что сегодня вообще думала, чем мне сделать эту тонировку, и решила, что все-таки буду делать тушью. Красная тушь у меня дома есть, а вот синий, к сожалению, нет. И долго раздумывала, посоветовалась с мамой, чем же мне покрасить таким синим, потому что если взять, например, тот же самый там, ну не знаю, фломастер или карандаш или еще что-то, может быть, краску для яиц, для Пасхи, да, но все это будет бледное по сравнению с красной тушью и будет значительно отличаться. В итоге пришла я к такому заключению, что тонировку синего цвета я буду делать с помощью штемпельной краски для печати. Вот этой краски у меня очень-очень много на работе, поэтому решила, что в понедельник обязательно возьму с собой флакончик и уже дома буду экспериментировать. Только вот не знаю, на игрушке мне экспериментировать или все-таки на чем-то другом, а то боюсь испорчу. Вот. А как я это буду делать, я, конечно же, вам потом расскажу, и получилось ли у меня или нет, я тоже обязательно вам об этом расскажу. Но если все-таки у меня получится, и тот результат, который мне будет нравиться, то я, наверное, сделаю для вас на канал бесплатный мастер-класс, как тонировать игрушку с помощью туши и штемпельной краски. В общем, вот такая мне сегодня идея пришла. Ну, а насчет куколки, единственное, что мне не понравилось, это вот этот цвет нити, который совершенно не подходит под кожу. Он слишком бледный, вот именно на этой игрушке. И вообще по картинке, по фильму Харли Квинн, волосы у нее должны быть вот как раз вот такого белого цвета, покрашенные кончики красным и синим. Но я приложила чуть бледней желтый, такой бледно-желтенький лимонный цвет, из которого я вязала жирафчика. И игрушка вообще теряется. По сравнению с белой кофточкой, с белой кожей и еще белые волосы, получается, что вообще игрушка не смотрится. Поэтому все-таки решила сделать вот ярко-желтые волосы. Ну, как я говорила, это такая пробная игрушечка. И в следующий раз я обязательно уже исправлю недочеты, которые мне не понравились в этот раз, и свяжу уже то, что мне больше всего понравится. Вот, ну и осталось, как я сказала, вам уже тонировка. Вот так это все выглядит. Волосики у нее собраны в хвостики. Вот, глазки вышиты. Как вышить глазки, у нас есть мастер-класс, видео-мастер-класс, и он размещен в закрытой группе ВКонтакте. Поэтому, если вы там находитесь, то, пожалуйста, можете посмотреть, как я это делала. Ну, а если вас там нет, и вы желаете вступить в закрытую группу, то пишите мне, пожалуйста, в ВКонтакт или в Инстаграм, куда вам захочется. Вот, но сразу могу предупредить, что вступление туда платное. Хотя это такая разовая оплата, то есть вы оплатили, и больше с вас ничего больше не требуется. Находитесь в группе и постоянно получаете какие-то там новые мастер-классы и новые советы и плюшки. Вот. В общем, вот такая у меня куколка. Шорты я вязала отдельно, но потом я их пришивала вот сюда к кукле, то есть они не снимаются. На ручках сделала вот такие вот браслеты с желтыми такими пупырышками, это французские узелки. Вышила вот так на ноге сеточку в виде колготок. Большие штрихи такие, как ботиночки. Так что вот такая вот куколка у меня связалась. Мне очень нравится. Вот результат на первый взгляд, особенно из того, что я подбирала цвета, смотрела, как вообще по рядам это будет. То есть для чернового варианта это вообще очень и очень мне нравится. Поэтому в будущем, если буду что-то там исправлять, и буду ее совершенствовать все больше и больше. Вот, в общем, это вот у меня такая готовая игрушечка. И сегодня у меня еще связалась новая игрушка. Очень давно меня просили ее сделать, наверное, с декабря или с января. Моя подруга, она заказала мне одного из героев Гарри Поттера. Если вы давно со мной на канале, то вы, по-моему, я вам показывала в прошлом году, как я вязала ей в подарок героев из Гарри Поттера. Там был Гарри, Гермиона,
Рон и лорд Волан-де-Морт. Потом я еще сделала ей сову из Гарри Поттера, по которой есть бесплатный сейчас мастер-класс. И вот зимой она меня попросила связать еще одну игрушку в той же тематике, как и те были игрушки, по той же схеме, но Люпина. А с Люпином у меня большие проблемы, потому что ну, для меня этот персонаж, он такой какой-то безликий, бесцветный, и как воплотить его в виде игрушки, для меня был просто какой-то кошмар. Я не знала, как придумать, сделать эту игрушку, и я постоянно это все откладывала. Но Карина мне периодически напоминает и спрашивает, где моя игрушка? Ну, в общем, я так отнекиваюсь, а делать-то, собственно говоря, надо. Поэтому я сегодня решила взять себя в руки. Думаю, ну, надо попробовать. Пока не попробую, в любом случае ничего не получится. Вот, и связала вот Люпина. Вот такой у меня получился герой. Еще он не доделан. Я хочу ему связать еще такой пиджак или плащ коричневого цвета. Вот. Ну, в общем, вот так моя фантазия придумала. Даже вышила ему вот такие шрамы, которые у него на лице есть. Долго думала, как мне сделать челку. В итоге я сделала вот здесь вот небольшое донышко. Из него вывязала вот сюда вот все вот эти вот прядочки. И потом сверху еще нашила вот такую вот челку. И получилась, в принципе, очень даже симпатичная игрушка. Я, если честно, не ожидала, что она такая получится. Галстук я просто вышила коричневыми нитками, не стала его вязать. Вот. Ну, схема, в принципе, та же, что и остальные игрушки я вязала. То есть по одной и той же, только совсем другое оформление. Вот. Сейчас свяжу ему, наверное, плащ. И на этом будет, в принципе, игрушка закончена. И мне нужно еще одного такого связать Люпина, потому что она заказала два их себе и брату. Вот, так что вот новенькая такая игрушка у меня получилась. Такую игрушку вряд ли я буду вязать на ярмарку, потому что все-таки это для фанатов Гарри Поттера, не для всех. Я думаю, что ну, на ярмарке вряд ли будут ее покупать. Вот. Но поэкспериментировать, придумать что-то такое новенькое для меня было очень и очень интересно. Хотя собиралась я связать эту игрушку очень долго и прям вот настраивала себя, пыталась настроить несколько месяцев, но в итоге все-таки да, получилось. Вот такая вот красота у меня связалась. В общем, сейчас иду доделывать, как я сказала, уже плащ, и потом, наверное, буду вязать еще что-нибудь, потому что все-таки время идет, а сегодня у нас 24 июля. Соответственно, у меня игрушек должно быть уже очень много. Это сколько? 55. А у меня получается всего лишь 23. То есть пополам практически я отстаю. И никак у меня этот темп нарастить не получается, потому что постоянно возникают какие-то у меня проблемы или усталость наваливается. В общем, а без желания вязать мне не хочется. Но вот сегодня, пока у меня такой вот прилив вдохновения, нужно использовать по полной программе и вязать, 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 не останавливаясь. Вот. Ну, а на этом я, наверное, буду заканчивать свое включение, ну и вообще это видео, потому что увидимся с вами уже в следующих роликах. Не забывайте, конечно же, поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну а я вас буду уже ждать в следующих видео. Все, всем до новых встреч, пока-пока!